Доброго времени уток. Телерадио вещает ретро-пекарь. Долгожданная серия. Пришло время апгрейдить трешку. Несмотря на кажущуюся тупиковость, из 386-го SX не так уж сложно сделать компьютер по-настоящему актуальной второй половине 90-х. Поверили? Ну вы даете. Действительно долго протянуть на трешке можно было только если нужна исключительно офисная машина. Но что если ПК-боярин принципиально не хочет менять платформу и свято верит в силу апгрейда? Сегодня разберемся. Для начала посмотрим, на чем мы остановились в предыдущей серии. Процессор AMD 386SX40, 4 МБ оперативки, видеокарта Realtek RTG 3105E, 256 кБ видеопамяти, жесткий диск Quantum на 420 МБ. И напишите в комментариях, как бы вы апгрейдили такую систему или на что поменяли бы. Round 1. Первый апгрейд я уже провел и никому не сказал. Да, теперь здесь стоит 2-гигабайтный Western Digital Caviar. Все-таки уставший музейный хард с бэдами — это не совсем удобно, когда задача просто прогнать тесты и посмотреть игры. Хард определился биосом полностью, раздел максимального объема для DOS — целых полгигабайта. Можно добавить еще разделов, но мне, как всегда, лень. Кстати, внешний хард в довольно печальном состоянии. Вот это, например, ржавчина. А что случилось с информационными наклейками? Обычно они живут дольше непосредственно хардов и всегда остаются читаемыми. И почитать мне их пришлось, ведь здесь отдельные режимы мастер и сингл. И если на более свежих системах этим можно пренебречь и BIOS как-нибудь разберется сам, то моя трешка не запускалась в неправильном режиме. Ведь IDE-харды здесь фактически напрямую подключены к ISA-шине, на которой держится весь комп. А еще у этого харда есть день рождения. Не просто месяц или неделя выпуска, а настоящее 27 сентября 1997 года. А откуда такой хард у меня вообще появился, в одной из следующих серий. Round 2. Как вы помните, оперативки здесь уже 4 мегабайта в 70 наносекундных модулях по 1 мегабайту. И этого в принципе достаточно для почти любой офисной и даже игровой задачи в 1994 году. Однако в руки мне попали 4 модуля по 4 мегабайта каждый. А это значит, что наша система получит максимальный объем памяти для 386-го SX – 16 мегабайт. Зачем, разбираться будем потом. А для начала посмотрим, будет ли это вообще работать. Кто знает, тестировалась ли эта плата с таким объемом оперативки, ведь для устаревшей и откровенно бюджетной платформы он был абсолютно нереалистичен. Round 3. К сожалению, это не апгрейд, а даунгрейд, потому что старенький спикер, похоже, просто отжил свое. Утешение, что любой современный тоже работает, слабое, как и сам спикер. Round 4. А сейчас традиционная рубрика «Веселые приключения батарейки BIOS». Как вы помните из первой серии, здесь родная батарея давно вытекла и была вырезана. Но каждый раз настраивать BIOS все-таки неудобно. И вот как я решил эту задачу, не без подсказок знакомых ретро-пекарей. Согласно мануалу, на материнке TD70 есть стандартный четырехконтактный разъем, отвечающий за батарею. Если установлен аккумулятор, 2 внутренних пина нужно замкнуть. Если питание внешнее, перемычка снимается. Также в мануале указано, что первый пин – это земля. Проверим землю на первом контакте из-за слота. Как видите, земля по-прежнему круглая и вращается. Но все это даже не подготовка к подключению батареи, потому что сначала из недров чип и дип нужно добыть вот такой батарейный блок, разъемы и, как ни странно, сами батареи. При использовании 1,2 вольтовых аккумуляторов получим всего около 3,6 вольта. Этого может оказаться мало, ведь спецификация чипа BIOS предусматривает работу при напряжении не ниже 4,5 вольт. Проще говоря, проведем эксперимент.
и в случае неудачи используем простые 1,5-вольтовые батарейки. Тогда напряжение достигнет как раз 4,5 вольт. Сборка разъема завершена, и остается только придумать, куда положить сам батарейный блок. Ведь никакого специального места для него, конечно, не предусмотрено. Round 5. Еще один апгрейд, который я на самом деле получил с самим компом. Отличная трехкнопочная мышь Genius на COM-порт. COM-порты на мультикарте я не отключал, так что остается только поставить драйвер под DOS. Я выбрал майкрософтовский, и оказалось, что никакой ручной настройки он не требует. А если система запущена без мыши, то драйвер опрашивает порты и не загружается. Вот это да! А в чем тогда была новизна Plug and Play? Round 6. Видеокарта Realtek на чипе RTG3105E обладает хорошей совместимостью с различным железом и софтом, но по скорости это катастрофа. Шутка ли? Карта способна работать в 8-битном ISA-слоте, и сам чип за глаза называют 8-битным. Да и судя по тестам, из 4 видеокарт на ISA, которые нашлись в моих закромах, только Realtek раскрывается на этой системе полностью, а остальные упираются, да кто его знает во что. Скорее всего в процессор с медленным доступом к памяти, в отсутствие кэша, а может быть даже в старенький BIOS, ведь середина 92-го года это даже для трешек далеко не последний писк. Короче говоря, пока поставил сюда Cirrus Logic GD5420 с 512 килобайтами видеопамяти. И знаю, вам уже не терпится посмотреть, что эта штука может в играх. Но для полного кайфа не хватает Round 7. Звук. Не буду скрывать, настройка звуковой карты вручную меня пугала даже больше, чем сборка системы внешнего питания для BIOS. И прямо скажу, это тайное знание не сразу мне открылось. Но внимательность и мануалы все-таки победили. В процессе я отключил лишние порты на мультикарте, чтобы не занимали ресурсы, а саму звуковую карту выбирал чисто по размерам, чтобы не упиралась в комп. Физически. Выбор таким образом пал на ESS 1868F. И на самом деле карты этого семейства – это такие маленькие секреты настоящего ретро-пекаря. Отличное звучание, полная Sound Blaster совместимость, да и настройки драйвера в DOS в конце концов оказались простыми и логичными. Итак, пора проверять, что за система у нас получилась. При запуске BIOS насчитал 16 мегабайт. Но теперь посмотрим в DOS командой MEM, что с доступной памятью. Как видите, весь объем определился и здесь, что и неудивительно, ведь перед нами DOS 6.22, а материнка поддерживает спецификацию расширенной памяти ems LIM 4.0. Да, все эти буквы и цифры действительно важны, и, например, в версии 3.2 максимальный объем был бы всего 8 мегабайт. Но не все так безоблачно. Тесты Checkit показали, что с 16 мегабайтами памяти система хоть и работает, но работает медленнее. И еще медленнее с установленной звуковой картой. Насколько? Скажу сразу, что субъективно так же. А в чем все же проблема, я могу только предполагать. Возможно, у чипсета Citygate D110 есть объективные проблемы при работе с таким объемом памяти. И в результате инженеры решили использовать более надежные и медленные алгоритмы доступа к оперативке, чем когда на борту всего 4 мегабайта. Может быть, BIOS 92 года хуже работает с таким колоссальным объемом. А может, это сам процессор с трудом справляется с нашим апгрейдом. Проверить эти предположения я не могу. Такая плата у меня всего одна, но, как всегда, буду рад комментариям. Переходим к играм, и на наших с вами экранах наконец-то Doom. Он запускается и работает без каких-либо проблем. Играет звуковая карта, работают настройки, сейвы, и если 7 кадров в секунду в низком качестве вас устраивают, то да, 386SX позволит вам приобщиться к самой известной стрелялке этой солнечной системы. И я абсолютно серьезен, когда говорю, что в середине 90-х от такого геймплея серьезных 9-летних геймеров было бы не оторвать силой. Какие вкладыши, какая денди, когда в руках у тебя прям настоящий дробовик, а вокруг монстры круче, чем в комиксах.
Test Drive 3: The Passion. Это игра 90-го года, опередившая свое время лет этак на 10. Вместо однокнопочной аркады с однопиксельными машинками, которые считались вершиной гоночных симуляторов в 80-е, здесь любителям виртуального руля предложат оживленную загородную трассу с трафиком, полицией и обширными прорисованными обочинами. Давить на газ от старта до финиша уже не выйдет. Тут развлечение несколько другого формата, а единственное приходящее в голову сравнение – это Road America на Dendy. Игра, кстати, идет очень плавно. Chex Quest. Это уникальная бесплатная игра, которая распространялась на дисках в коробках с завтраками Chex в США. И как видите, она на движке Doom. И идет примерно так же. Но собственный сеттинг и сюжет не дают мне пройти мимо. Если коротко, то наш боец противостоит зеленым инопланетянам. Набор оружия свой. Вот это, например, Зорчер. Но окончатся заряды в Зорчере, будешь ковырять инопланетян ложкой, пока им не надоест и они не отправятся обратно в свое измерение. В общем, если Doom вам поднадоел, эта самобытная игрушка может вас очень даже удивить. Prince of Persia 2. Еще одна игра, о которой мало кто даже слышал. Да, это самое что ни на есть официальное продолжение культовой бродилки. В глаза бросаются яркие цвета, и поначалу долго вспоминаешь, а не была ли первая часть черно-белой. Геймплей мне показался слегка упрощенным. По крайней мере, битвы на первых уровнях – это вообще какая-то профанация. И проиграть в принципе невозможно. Но в общем, игра идет бодро, и если жанр вам не надоел, то вперед, ну или назад, это же не Марио на Денди. Кстати, по сюжету принц и принцесса после событий первой части жили долго и счастливо целых 11 дней, а потом все опять пошло не так. Warcraft. Первая игра легендарной серии, которая почему-то мало кому знакома. Да, выйдя в 1994 году, она стала далеко не первой стратегией, и вместе с тем не порадовала игроков привычным на сегодняшний день управлением. И тем не менее, как говорится, что-то в ней было. При первом взгляде невозможно не заметить главное. Интерфейс простой, как валенок. Посмотрите на какой-нибудь SimCity и сразу поймете, о чем я говорю. Warcraft подкупает низким порогом входа. Вместо изучения 3 дюжин кнопочек и десятков подменю, здесь можно сразу играть. Ну а сеттинг и сюжет стали приятным дополнением для тех, кто был фанатом фэнтези до того, как это стало мейнстримом. Transport Tycoon. Это еще не SimCity, но уже и не игра для мозгового слизня. Строительство транспортной империи с дорожной сетью, железными дорогами, кораблями и аэропортами, конечно, не уместилось бы в 2 кнопки «построить» и «разрушить». Но с другой стороны, тоже не требует от игрока докторской степени. Игрушка с приятной графикой, звуковыми эффектами, особенно по-настоящему завораживает. И оторваться, поиграв всего 5-6 часов, невозможно. Ну а если такая графика кажется вам слишком уж примитивной, то используйте фантазию в конце концов. Никто ведь не ругался на графику Денди в свое время. Наоборот, в нашем воображении персонажи были как живые. В общем, как вы поняли, в плане игр у нас мало что изменилось. И причина проста. Игры той эпохи были процессорозависимы примерно на 100%. Так что добавление оперативки лишь позволило запускать отдельные крутые игры, а замена видеокарты разве что избавила нас от вертикальных полос на экране. Попробуем кое-что еще. Раз есть звук, значит будет музыка. Например, в неизвестном мне ранее плеере Friends удалось послушать 4-канальные трекерные файлы. Качество звучания такое, конечно, себе, но все же работает. Ну и в финале немного потрогаем файловые менеджеры прошлых десятилетий. После такого апгрейда выделить немного памяти на комфорт работы можно вполне. Но что выбрать? Я предложу 3 файловых менеджера.
Первый вы все уже узнали, это Norton Commander. Кстати, написал первую версию не Питер Нортон, а Джон Соуча. На 94-й год актуальной была 4-я версия, ну а в 98-м все уже закончилось. Описывать различные функции и передовые решения старой доброй НЦшки, конечно, нет смысла, как и упоминать мемность этой софтины для юзеров 80-х и 90-х, чего стоит одна только клавиша F8, воспетая Диба в песне про DOS. В интерфейсе Нортона она отвечает за удаление. А вот, например, отличная АТшная клавиатура, которая не так давно мне досталась. И F8 здесь вообще выломана. А давайте пофантазируем в комментах, что так жестко пытался удалить юзер в этот момент. Pathminder. Изделие совершенно другой эры и совершенно другой концепции. Это скорее интерактивная команда dir из DOS. Да и разве это не логично? Ведь перед нами программа 1984 года, когда первая версия Windows еще была в разработке, а пользователи ПК были вынуждены экономить каждый килобайт и в оперативке, и на дискетке. Но главное – это совершенно иной подход к пользователю. На экране справа подробнейшая инструкция по каждой клавише и каждому пункту меню. Ведь после голого DOS понятие принять парадигму папок и файлов как объектов на экране было наверняка непросто, а кто-то и вовсе впервые оказался за компьютером. Еще занятно, что в менеджере есть две отдельные команды – Erase и Kill. И если Erase – это самое обычное удаление, то Kill сначала стирает данные в файле, сохраняет его в таком бесполезном виде, а потом удаляет и его. И это не так уж безумно, учитывая, насколько серьезные граждане могли позволить себе ПК в начале 80-х, и насколько серьезные данные могли у них там храниться. Ну а третьим на нашем совещании файл-менеджеров будет DOS Shell. Это компонент DOS, многофункциональная визуальная среда с явным закосом под уже существовавшие версии Windows. Здесь есть концепция ярлыков к часто используемым программам, часы в углу экрана и даже реально работающая многозадачная среда. Да, работает это не всегда и не со всеми программами, да и по сути оболочка просто сохраняет статус программы, и в фоновом режиме ничего интересного происходить не может. Зато переключаться между сеансами MS-DOS можно по Alt-табу. А еще здесь уже привычный нам сегодня белый фон окошек и огромное количество разного функционала, фактически бэкпортированного из Windows. Короче, получился весьма занимательный гибрид DOS и винды. И кто знает, если бы Windows 3.0 не взлетел. Что касается Windows, о нем, конечно, будет своя серия, со своим софтом и играми. И никакой, конечно, не секрет, что и сам Windows многими молодыми юзерами тогда воспринимался как игрушка с кучей встроенных, интересных мини-игр. Их первичное исследование для многих оказалось первым шагом в визуальном программировании, а уже их собственные разработки определили облик софта и интернета 2000-х. С нетерпением жду электрописем в редакцию. Финал проекта 386SX близко. Спасибо, что смотрели, и до встречи!